Значит, это история. О чем эта история? Которая не дает мне покоя уже год, и которую мне захотелось рассказать, и ради которой я затеял весь этот проект. Это история про 80-е годы, про западное побережье США, про ночные улицы, мокрый асфальт, неон, про теплый свет фонарей, огней, про холодный свет зеленых компьютерных терминалов, про паранойю, про дружбу, про доверие, про отчаяние, про надежду. В общем, короче говоря, приключения. Приключения, большое приключение, которые, наверное, каждый хотел бы пережить, но не в реальности. Чему посвящен сюжет? На самом деле у меня есть подробный дизайн-документ, концепт документа, можно это все почитать, все подробно расписано. Но если вкратце, то есть какая-то корпорация, там работают два сотрудника. Один из них такой техногик, программист и хакер, но не тот хакер, что сейчас принято называть хакер, это такие злобные парни в капюшонах, которые, барабанив там 10 секунд по любой клавиатуре, говорят: я взломал Пентагон, и все, и все файлы стер. Нет, это хакер, как в 80-е называли просто парней, которые увлекаются технологиями, которые всем интересуются, которым интересно, как все работает. Ну да, у них свои какие-то, может быть, моральные собственные нормы, они не считают зазорным нарушить копирайт, или спиратить какую-то программу, или куда-то залезть, что-то там подсмотреть. Ну, в общем, по мелочи, и это описано очень хорошо в книжках известного хакера Кевина Митника. И таких ребят было много. Собственно, Стив Возник, который Apple компьютер придумал, он тоже когда такой был, и паял блюбоксы, чтобы бесплатно звонить на межгород. Ну и, в общем, короче, это вот такой вот парень. Ее встречает тоже сотрудницу. Они там, в общем, короче говоря, просто чуть-чуть побаловались на работе с компьютером, но в результате они вышли на какие-то очень серьезные дела. Очень серьезные. И в результате их жизнь, и здоровье, и благополучие оказываются под угрозой. Девушка исчезает, а герой начинает расследование. И он расследует город и пользуется теми методами, которые ему подвластны. А он хорошо умеет подслушивать телефонные переговоры, он хорошо шарит в сетях, компьютерах. И игроку не нужно, на самом деле, это все знать. Он может пользоваться знаниями Майлза, но, по крайней мере, он видит, как это происходит, и происходит это достоверно, а не так, как в фильмах про парней в капюшонах, которые смотрят на какие-то 16-ричные символы на экране и барабанят по кнопкам, и все. Нет, здесь игрок немножко увидит, как это было, как это делалось, и он увидит что-то более-менее достоверное. С точки зрения технической, эта игра, это revival, adventure с командной строкой, так называемых парсерных игр. Такими были ранние квесты от Sierra, от LucasArts, потом они заместились на point-and-click квестами, но на самом деле это совсем не квест, и даже это не просто adventure, потому что она только прикидывается такой графический adventure с вводом, с командной строкой. Но за всем этим стоит AI, и за всем этим стоит что-то большее. И прежде чем начать делать эту игру, я начал делать движок для этой игры, специально для этой игры. И в результате, на данный момент, игру я не могу презентовать, потому что я ее так, по сути, не начал делать, потому что для этого нужен контент, а для этого нужны художники, которых у меня сейчас нет. Но я сделал движок. Я сделал движок Scanline с AI под капотом, командной строкой, эмулятором ламповых теплых LT-мониторов. И, наверное, это в кавычках первый в мире игровой движок, построенный вокруг AI-ядра. Почему первый в мире, почему в кавычках? Ну, потому что, конечно, последние годы что-то такое появляется, но я не знаю ни одного другого похожего движка, который был бы построен именно вокруг AI-ядра, где AI это не просто там AI, который управляет NPC или что-то такое делает, а это гейммастер,
который управляет всей игрой. Он разговаривает с игроком через командную строку, он управляет игрой и он управляет NPC. Он ролеплеит за NPC. И здесь есть модель мира, которая связывает два мира: текстовый, чисто текстовый, и визуальный. Можно вводить любые команды, AI все поймет. Управляемые LLM-кой NPC могут все, что может делать игрок. Они понимают модель мира, где что лежит, они могут это использовать. Они живут в реальном времени, общаются, совершают действия, запоминают, планируют. В общем, они живут своей жизнью. Это мир, который живет своей жизнью. Это история, которая сама себя рассказывает. Ну и можно играть полностью через голосовые команды. Это может пригодиться, может, каким-то людям, ну, например, которым неудобно. Может, они едут в метро или за рулем, или на пробежке. Они могут играть в эту игру, все еще могут играть. И, наконец, планируется встроенная локальная нейросеть. Это сейчас в прогрессе, это тестировалось, это есть, но я пока не готов это выкладывать. Она может работать через API провайдера, она может работать вообще без LLM, просто как квестовый движок с парсером. Наконец, она может работать вообще без парсера, просто как быстрый оптимизированный 2D движок. Там есть встроенный редактор, то есть очень быстро цикл создания создал, поиграл. То есть это буквально между ними нет никакой границы. Это буквально в 1 секунду происходит, что-то сделал, ты уже протестировал. Он бесплатный, открытый для некоммерческого использования, но если кто захочет для коммерческого, Dual License, есть отдельная коммерческая лицензия. Ну и на нем можно делать вообще 2D игры, в принципе. Какой roadmap? Это закончить движок, выйти на продакшн, то есть создавать контент, и для этого понадобится художник и аниматор, а может быть в одном флаконе, и предрелизная потом подготовка, и для этого понадобится какой-то пиарщик, тот, кто возьмет на себя соцсети и всю эту движуху, потому что просто одному человеку не хватает времени. Есть еще один человек в команде, но основную всю работу, так получается, делаю я. И если еще есть время, и вы не возражаете, я могу показать это на практике сам движок. Что мы здесь видим? Ну, мы видим, что какой-то базовый функционал есть модель мира. Я могу вот поднять пульт. Мне панель зума заслоняет. Take RC. Я могу им включить телевизор. Я могу его уронить тут же на пол, потому что это пространственная модель. Я могу и брать предметы, и класть их. Вот лежат две бумажки, я могу их взять. Take paper. Давайте LLM включим, конечно, это очень важно. Take paper. Но поскольку бумажки две, она уточняет, но я могу взять все бумажки. Я могу открыть ящик стола вот таким образом, или я могу написать просто Open Upper Drawer. Она понимает модель мира, она понимает, на что нужно нажать, чтобы открыть ящик стола. Я могу взять свой этот пропуск, я могу посмотреть, у меня есть в инвентаре. Ну, в принципе, базовый квестовый функционал готов, он сделан. Остался контент. Я могу положить все прямо в этот ящик, пусть лежит тут. Это контейнер, оно понимает. Это вот, то есть модель пространственно честная. И, наконец, есть умный NPC. Я создал на очень скорую руку в огромной спешке. Не смейтесь, это спрайт первый попавшийся, который я взял в интернете. UC Linda. Но с ней можно поговорить. Она управляется LLM-кой. LLM-ка включилась. Я ей выдал в промпте, в кратком описании, что у нее цель одна: посмотреть Muppet Show по телевизору. Она пошла за пультом, она его взяла, этот пульт, и она полетела включать телевизор. У нее отключен коллайдер, поэтому она летает. Но если включить, она будет ходить. Она включила телевизор, и она сейчас пойдет на диван смотреть Muppet Show. Замечательно.
Но она забрала мой пульт. Could you give me RC, please? Так, я еще это не тестировал, я не знаю, как она мне его передаст вообще. Так, у нее нету API, чтобы передать. Ну, короче говоря, так бы она передала, но API еще не сделано. Вот так вот это все работает на скорую руку. Вот. Вот этот движок. Что здесь есть? Здесь есть сцена и предметы в ней, которые образуют такое как бы дерево, ну, как в Unity или в каких-то других редакторах. Есть панель свойств, где все это можно настраивать. Есть у нас симулятор LT монитора, потому что это все якобы происходит на LT мониторе. Можно тут его настроить, чтобы он был еще более LT. Эти линии сканирования и вот такое сделать, как на старом телевизоре, и вот так вот это. Полная иллюзия старого телевизора. А можно вообще отключить и посмотреть, как будет без него. Вот так. Ну, какая-то магия пропадает. Вроде все красиво, но магия какая-то пропадает. Но это перебор, конечно. Тут можно вот так вот. Как-то вот так. И Bloom тоже приберем. Есть редактор спрайтов. Можно тут... Да. И все это настраивается из игры, а есть еще такая штука, как текстовые ассеты, в них прописаны промпты, в том числе промпт этой героини, но вы его не увидите, потому что это надо расшарить редактор, он в другом окне откроется. Ну, в общем, там текстовым файлом это все задается, но там буквально есть пару строк прописано, и все, она начинает ролеплеить и вести себя вполне. Вот у нее, кстати, есть цели и память. Память — это то, что она запомнила из того короткого момента, когда она жила. То есть, что ее попросили включить телевизор, туда-сюда. И вот ее текущая цель — это смотреть Muppet Show на диване, чем она и занимается. Если я сейчас выключу телевизор, она будет недовольна. Вот как-то так это работает. Но на самом деле пример безобидный, но представьте себе целый мир, и там куча таких NPC. Вот этот жанр выбран неспроста. Если бы это был какой-то шутер или что-то 3D, здесь нужно было бы, чтобы я управлял ими в реальном режиме времени. Этого пока нейросети не могут, у них есть задержка, особенно если локально запущенная. А тут у нас как бы не совсем в реальном режиме времени, их может быть много. LLM обрабатывает их сразу все, там штук 10-20 за один проход, она им раздает задания, а у них автопилоты, и они как бы движутся на автопилоте. То есть LLM говорит ей, вот нужно прийти сюда, когда придешь, вызови меня обратно. И она идет на автопилоте. Она может ей даже более сложный план задать, приди туда, возьми то, скажи это, а потом вызови меня. И таким образом они все как бы движутся, живут, а LLM периодически им раздает указания. Кукловодит. Модуль этот редактор называется Puppet Master. Вот у меня все. Кого мы ищем? Ну, мы ищем кого-то, кто сможет взять на себя художественную часть, анимации и графику, а лучше художник-аниматор, ну или это может быть два разных человека. Здесь не нужно много графики или много анимации, но это должно быть хорошего качества, потому что эта игра должна выглядеть стильно. В этом ее фишка. Кто еще нужен? Кто-то, на этапе постпродакшена понадобится кто-то для того, чтобы заниматься пиаром, чтобы взять на себя, может, соцсети и вообще всякую движуху разводить. Неплохо, конечно, иметь контент-менеджера, то есть я имею в виду гейм-дизайнера, который будет заниматься контентом. Если я там буду закрывать движок постепенно, еще и как разработчик, то было бы неплохо иметь какую-то помощь того, кто будет создавать. Здесь можно очень быстро накидывать контент. У меня есть видеоканал, где я прямо в реальном времени это делаю. Мне просто тупо не из чего создавать эти левелы. Но когда они есть, это можно сделать очень-очень быстро, просто играючи. Я сейчас не буду показывать, смотрите видео, кому интересно. Ну и, конечно, нам нужны инвестиции, но, наверное, это сейчас не тот этап, когда можно обращаться за инвестициями, потому что еще нет игры.
есть только движок, но на основе этого движка можно делать adventure игры, и он, ну, пока что уникальный. Я не знаю других движков. Они, наверное, появятся, думаю, в течение 2 лет в каждой игре будет AI, как UI, так и AI, все будет. Но пока что этого еще нет. И может быть кому-то он интересен, такой движок.